Привет! Вы на канале Django School. Меня зовут Михаил, и это второй урок из курса по Django 3. Давайте создадим проект Django. Для этого у вас должен быть установлен Python и создано виртуальное окружение. Если вы не знаете, как установить Python или создать виртуальное окружение, ссылки в видео с инструкцией будут в описании. Итак, у меня уже установлен Python 3.8. Создать проект Django можно как минимум двумя способами – через консоль и редактор. Я покажу эти два способа. В консоли перейдите в директорию с вашим виртуальным окружением и активируйте его. В Linux это команда source, название вашего виртуального окружения bin activate. В моем случае это source venv bin activate. Для Windows и macOS команды будут в описании. После этого нужно установить сам Django, выполнив команду pip install Django. Для создания проекта нужно выполнить команду Django admin start project и имя проекта. Теперь в редакторе можно открыть проект. Второй способ – создать проект через PyCharm. Идем в меню File, New Project, Django. Выбираем директорию и имя для проекта. Затем выбираем версию интерпретатора Python. Далее настройки проекта. Какой шаблонизатор использовать? По умолчанию Django. Название папки с шаблонами. Имя первого приложения. Я его не буду пока создавать. Включить админ панель или нет. Нажимаем Create. Ждем, пока PyCharm создает виртуальное окружение, установит Django и создаст проект. Все, готово. У нас создалась папка с названием нашего проекта. Давайте рассмотрим, что в нем. Папка с настройками. Папка для наших шаблонов. Файл ManagePy. ManagePy нам нужен для управления проектом. С его помощью мы будем выполнять команды. К нему мы вернемся позже. Итак, давайте взглянем на папку с файлами настроек. Те, кто работал с Django 2 и ниже, возможно заметят новый файл. Это ACGI. Он нужен для синхронных веб-серверов и приложений. VCGI предназначен для синхронных веб-серверов и приложений. Пару слов о ACGI и VCGI. ACGI является духовным наследником VCGI, предназначенным для обеспечения стандартного интерфейса между синхронными веб-серверами, платформами и приложениями Python. VCGI предоставил стандарт для синхронных приложений Python, а CGI предоставляет стандарт как для асинхронных, так и для синхронных приложений, реализация обратной совместимости VCGI и несколькими серверами и средствами приложений. URLs – это главный файл для наших URL проектов. Сюда мы будем подключать URL наших приложений. Сейчас здесь подключен URL для работы административной панели. Settings – это файл со всеми настройками проекта. Давайте его рассмотрим более подробно. Итак, BaseDirt – это построение пути к корню нашего проекта. Debug – пулевое значение, которое включает и отключает режимы отладки проекта. Если оно равно true, Django будет отображать подробные страницы с ошибками при выбрасывании исключений в приложении. Когда мы будем разворачивать приложение на боевом сервере, нам нужно установить эту настройку False. Никогда не публикуйте проект с включенным режимом отладки, так как пользователям станут доступны секретные данные конфигурации приложения. Allowed Hosts не используется при включенной отладке и запуске тестов. Но как только мы развернем приложение и установим флаг Debug False, необходимо добавить домен сайта в эту настройку, для того чтобы Django мог с ним работать. Install Tabs – настройка, которую мы будем изменять во всех наших проектах. Она указывает Django, какие приложения активны в нашем проекте. По умолчанию Django подключает следующие приложения: сайт администрирования, подсистема аутентификации, подсистема для работы с типами объектов, подсистема сессий, подсистема сообщений, подсистема для управления статическим содержимым сайта. Middleware – список подключенных промежуточных слоев. Root URL-conf указывает на Python модуль, который содержит корневые шаблоны URL приложения. Databases представляет собой словарь, содержащий настройки для всех баз данных проекта. Тут всегда должна быть указана хотя бы одна база данных. По умолчанию подключена SQLite 3.
определяет код языка по умолчанию для Django сайта. UseTZ указывает Django на необходимость поддержки временных зон. В Django включена возможность использовать объекты дат, учитывающие временные зоны. Эта настройка устанавливается в True, когда мы создаем проект с помощью команды Start Project. Не переживайте, если вам непонятно то, что вы увидели. Мы подробно разберем параметры настройки Django в следующих уроках. Поэтому, чтобы не пропустить новые уроки, подписывайся. Давайте запустим наш проект. Для начала нужно создать таблицы в базе данных. Выполним команду Python Manage Migrate. В сообщении видим, что все прошло успешно. У нас создался новый файл db-sqli3. Это и есть наша база. Для запуска сервера Django выполним команду Python Manage Py Run Server. Чтобы его отключить, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-C. Наш сайт запустился и работает по адресу 127.0.0.1 порт 8000. Давайте перейдем в браузер по этому адресу. И мы с вами видим стартовую приветственную страницу Django. На этом начальная настройка проекта завершена. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях или в группе в Telegram и ВКонтакте. До встречи!